Друзі, вітаю вас на каналі Школа Ютубу. Сьогодні ми розглянемо одну цікаву тему, чому саме за останні 3 тижні багатьох блогерів просіли просмотри, а монетизація виросла. Друзі, на жаль, я дуже погано ще розмовляю українською, тому для цей випуск я буду вести для вас одеською мовою. Будь ласка, не сваріть мене та підписуйтеся на канал, бо саме на цьому каналі розповідаю історію створення YouTube каналу, як його правильно вести та свою особисту історію. Бо я діючий блогер з аудиторією більше 33 тисяч підписників. Отже, починаємо. За последний месяц появилась тенденция к тому, что у многих блогеров, которые ведут русскоязычный, украиноязычный контент, сильно начали проседать просмотры. Где-то в конце августа уже появились первые такие маячки, когда просмотры резко по непонятным причинам падали. И не только просмотры, но также и вовлеченность аудитории. Падал CTR превьюшек. То есть если этот баннер, который вы видите на YouTube, он имеет свой показатель. Это процент вовлеченности. Этот процент вовлеченности абсолютно у всех без исключения начал падать. Но в то время цена за монетизацию выросла. И многие люди мне задавали вопрос, как так случилось, объясни. О себе я хочу сказать пару слов. Друзья, я действующий блогер с аудиторией более 33 тысяч подписчиков. И на этом канале я делюсь своим опытом, ведь за 2 года ведения своего основного канала я сумел совершить абсолютно все доступные и недоступные ошибки. И тут я рассказываю, как правильно вести YouTube канал, не совершать ошибок и как выйти на монетизацию, как придумать контент-план, как не выгорать с идеями, как правильно вести канал, делать всю оптимизацию и многое другое, все увидите на этом канале. Итак, давайте поразмышляем на эту тематику. Я долго думал, сидел и пытался понять, что же происходит не так. Открыл аналитику своего канала и понял, что мой контент, мои видеоролики тоже просели примерно на 60-65%. Посмотрел YouTube-каналы своих конкурентов, YouTube-канал своих партнеров и понял, что там та же самая ситуация. Я взялся за голову и начал думать, собственно, что происходит и по какой причине YouTube начал занижать показатели и перестал давать охваты. В аналитике я увидел очень интересную картину, что монетизация на моем канале, которая была в среднем $1 за 1000 просмотров, сейчас выросла до 1,5, а иногда до $1.80. И это был очень странный показатель и очень странная реакция YouTube, как бы потому что в осенне-зимний период просмотры всегда растут. Это из-за того, что люди по своей натуре не хотят выходить куда-то, мало развлекаются и воспринимают YouTube как средство развлечения. Соответственно, самая большая монетизация, самые большие деньги на YouTube зарабатываются именно в осенне-зимний период. К слову, хочу сразу сказать, что монетизация также увеличивается в осенний период перед праздниками, потому что увеличивается количество рекламодателей, желающих оплатить рекламу Google, чтобы Google разместил рекламу на вашем YouTube канале. Соответственно, чем больше конкуренция, тем выше будет реклама, тем больше вам по итогу платит Google, потому что YouTube это есть часть Google. Так вот, вернемся. Я открыл аналитику и посмотрел для себя статистику. Статистика была очень печальной. Все мои превьюшки CTR за последнее время просели вниз. По непонятным для меня причинам. В то время как монетизация выросла. Я пошел в Geo, который меня смотрят. И отметил для себя одну интересную вещь, о которой сейчас вам расскажу. Друзья, все эти события, связанные с YouTube, и все эти качели с просмотрами – это отголоски замедления YouTube в России. Так сложилось, что украиноязычный контент достаточно смотрят жители России и СНГ. Именно тот процент, который вас смотрел когда-то из России, из СНГ и тому подобное, он вас сейчас перестал смотреть. Алгоритмы YouTube устроены так, что он считает процент просмотра от подписчиков. И, соответственно, ввиду того, что там есть эти блокировки сказываются на вас, потому что эти подписчики вас перестали смотреть. Процент просмотра от подписчиков упал. И сейчас YouTube просто ваши видео не рекомендует, так как алгоритмы считают их неинтересными. Но вторая ситуация очень банальная, основывается на первой. Люди, которые живут в СНГ, в России, где угодно, которые когда-то смотрели ваш канал, русскоязычный, украиноязычный, они сейчас заходят на YouTube, они видят ваше новое видео, но нажимая на него, ничего с этим видео не происходит, оно не открывается.
Соответственно, YouTube это считывает как не открывшееся видео, соответственно, коэффициент полезного действия от таких пользователей нулевой. Это сказывается на показателях CTR. Если у вас он там был 10% CTR, это, кстати, очень крутой CTR, то сейчас у вас он может быть где-то в районе 8-8,5%, если 15% вашей аудитории это жители РФ. Третий пункт, почему при низких просмотрах монетизация увеличивается. Потому что люди, живущие даже там, понимают, что есть VPN. На самом деле все просмотры, которые заходят на ваш канал из РФ, они имеют ровно 0 по монетизации. Просмотры из РФ не монетизируются. Но люди, которые сейчас не могут зайти на YouTube, качают VPN, просмотры через VPN, они вам монетизируются гораздо выше, чем просмотры из Украины. Потому что VPN может быть с американскими IP-адресами, с немецкими IP-адресами, какими угодно в Европе. Просмотры с Европы, они всегда выше монетизируются. Соответственно, люди не могут зайти на ваш канал, люди качают VPN, люди смотрят ваши видео через VPN, поэтому просмотры, хоть и низкие, но оплачиваются вам выше. Вот такой вот сейчас парадокс происходит на YouTube. Это, друзья, не запланированный выпуск, это мои мысли вслух о том, что сейчас происходит на YouTube. И как с этого выкрутиться, я даже, честно сказать, не знаю, потому что YouTube ошибок не прощает. Если у вас там аудитория была 15%, да, образно говоря, там из СНГ, из РФ, то это еще полбеды. Если на вашем канале 50% такой аудитории, либо же вы ведете русскоязычный контент любого формата, то, к сожалению, сейчас для вас наступают не лучшие времена. Рекомендую, конечно же, переходить на англоязычный контент, потому что он гораздо выше монетизируется, и, соответственно, вам могут поступать более интересные предложения от разных брендов, фирмы и тому подобное. Друзья, это школа YouTube, это первый незапланированный выпуск, в котором я с вами поделился о том, что сейчас реально происходит, и, возможно, ответил на ваши насущные вопросы. Как и почему, ни хрена не идут просмотры? И почему же монетизация растет? Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк. Спасибо вам большое за просмотр. Я буду стараться для вас делать качественные, интересные видео хотя бы раз в неделю. Увидимся!